Всем привет! Меня зовут Маргарита, мне 29 лет, и всю мою жизнь мое питание было самым обычным и традиционным. А год назад я решила изменить свой рацион и отказалась от всех продуктов животного происхождения. И за этот год со мной произошли очень крутые изменения. В этом видео я как раз хочу поделиться ими и рассказать, какие причины меня побудили это сделать, а также дам свои рекомендации на очень классные фильмы и книги на эту тему. Если ты хочешь сделать свое питание более здоровым, то оставайся, эта информация будет полезной для тебя. А для начала зову тебя подписаться на канал. Здесь помимо путешествий мы с мужем будем делать интересные видео на тему питания и образа жизни. Итак, я сейчас на веганском типе питания, то есть я не употребляю все виды мяса, морепродуктов и молочные продукты. Я питаюсь разными блюдами из растительных продуктов и стремлюсь перевести свой рацион на сыроедение. И сейчас я расскажу, какие причины меня подтолкнули это сделать, и о своих изменениях. Первое, что я узнала о растительном питании, что оно оказывает положительное влияние на здоровье и даже способно предотвращать болезни, например, смертельные сердечно-сосудистые заболевания и рак. А мясная пища, напротив, может вызывать некоторые болезни и ускоряет процесс старения. Эту информацию я узнала из разных книг, и первой была «Китайское исследование». Она заставила меня сильно задуматься. Автор провел многолетние исследования связи питания и здоровья и приводит немало доказательств вреда мяса. Книга очень интересная, я ее рекомендую всем. Я помню, сначала прочитал ее мой муж, а чтобы вы понимали, тогда я была всегда на стороне мясоедения, и у нас были сильные разногласия, мы спорили. Но когда я все-таки прочитала книгу, мое мировоззрение начало раскачиваться. В тот момент мы зимовали в Таиланде и решили провести 2 недели на фруктах. Я помню, были очень классные ощущения, и с того времени мы уже к мясу не возвращались. Есть также 2 документальных фильма, причем здесь «Здоровье» и «Ешь тебе заживо». Там американские врачи приводят тоже очень вразумительные доводы насчет вреда мяса. Если нет времени на книгу, то советую глянуть их. Еще мне очень понравилась книга «Целебная система бесслизистой диеты». Смысл в ней в том, что с самого детства в нашем организме в разных системах накапливается слизь, а болезни – это усилие организма вывести эту слизь. И применяя бесслизистую диету, то есть продукты, которые не формируют эту слизь, можно самоизлечиться от многих болезней. Также еще одна книга «Теория адекватного питания». В ней известный академик Уголев с помощью множества экспериментов доказал, что в нашем организме, в толстом отделе кишечника, микроорганизмы способны сами вырабатывать незаменимые аминокислоты, которые, как считается, мы можем получить только от животной пищи. И что вообще растительное питание, оно является полноценным. В растительных продуктах содержится 90% всех питательных веществ, а в мясе всего 35%. А теперь расскажу, какие изменения с моим здоровьем произошли за этот год. Во-первых, у меня прошел хронический танзелит и синусит. Это воспаление миндалин и околоносовых пазух. И также хронический ринит, от которого я страдала с самого детства и просто была зависима ежедневно от носовых капель. Кто сталкивается с этим, наверное, меня поймет. Второе, я прекратила болеть простудой. Обычно стабильно каждый сезон я заболевала ОРВИ, после которого как раз у меня обострялся ринит, синусит. А сейчас же я вообще прекратила ходить в больницы, в аптеки, и чему просто безумно рада. Третье, у меня прошли прыщи. Раньше у меня была проблемная кожа в области лба, носа, были мелкие гнойные воспаления, которые я пыталась вылечить разными мазями, но мне ничего не помогало. Сейчас все прошло, в целом кожа улучшилась, пропал жирный блеск и улучшилось состояние волос и ногтей. Четвертое – это запах от тела и изо рта. Он просто исчез.
Я прекратила пользоваться вообще дезодорантами. Вы, наверное, знаете, что они вредные. Я сначала перешла на натуральный минеральный дезодорант, но потом поняла, что мне, в принципе, нет в нем надобности, потому что от тела нет вообще запаха. Пятое, я стала энергичнее и выносливее. Например, я полюбила очень сильно бег и прям получаю удовольствие от физической нагрузки. Раньше я как-то часто испытывала вялость, у меня были часто перепады настроения. Сейчас я легко встаю рано и высыпаюсь там за 6 часов, хотя раньше для меня было целой проблемой проснуться, и я всегда просыпала нужное мне время. Шестое, у меня был гастрит еще со студенческих времен и часто беспокоил какой-то дискомфорт и боль после еды. Сейчас же на растительном питании мое пищеварение стало просто отличным. Седьмое, у меня прошли головные боли, у меня стало меньше болеть спина, шея. Здесь, правда, не только питание повлияло, я еще занимаюсь своей осанкой сейчас, но первые изменения я заметила именно перейдя на растительное питание. Восьмое, я чувствую, как происходит постепенное очищение моего организма, и это очень крутые ощущения. Например, помимо мяса я еще отказалась от соли, от рафинированного сахара, стала пить очищенную воду, свежевыжатые соки. И вот недавно мы с мужем еще попробовали лечебное голодание. Это отдельная тема, я расскажу о ней позже, но сразу скажу, что результат очень крутой. У меня было не так много болячек раньше, но в целом я могу сказать, что сейчас я чувствую себя просто замечательно, и с каждым днем я замечаю какие-то небольшие изменения, и это не может просто не радовать. Для меня лучший способ познать свой организм – это опыт и ориентация на самочувствие, поэтому мне хочется только продолжать дальше. Вторая причина моего отказа от мяса – это нежелание участвовать в насилии над животными. Честно говоря, осознание этого пришло не сразу, а спустя некоторое время. И сейчас я уже отношусь к мясу как к трупной плоти. Помог мне очнуться фильм «Земляне» и «Доминион». Они очень отрезвляют, открывают глаза на то, как происходит производство мяса, молочных продуктов, в каких масштабах эксплуатируются и подвергаются жестокости животные. Эти фильмы, они точно не оставят никого равнодушными, и я обязательно рекомендую посмотреть их каждому. Помимо жестокости к животных, там затрагивается еще тема воздействия животноводства на окружающую среду. Вы только представьте, ежегодно около 2 миллиардов тонн отходов утилизируются в водоемы, а количество выделяемых парниковых газов в атмосферу больше, чем от всего транспорта на Земле вместе взятого. Эта информация, она побудила меня быть более осознанным потребителем. Я стремлюсь исключать все формы эксплуатации животных для производства одежды, еды. Я думаю о нашей экологии, сортирую мусор вместе с мужем и стараюсь не покупать пластик, какие-то одноразовые вещи и ненужные вещи. И третья причина – это духовное развитие. Я заметила, что питание оказывает влияние не только на тело, но и на энергетику, и на сознание. Сам Гиппократ говорил, что мы то, что мы едим. Мясо, оно несет деструктивную энергию, которая делает ум грубым и значительно сложнее добиться ясности сознания. А растительная пища, она делает ум тонким, вибрирующим на высоком уровне и помогающим развивать интуицию и осознанность момента. Я заметила, что на веганстве я сильнее полюбила природу и чувствую гармонию с ней. Я больше наслаждаюсь моментом здесь и сейчас, и в целом смотрю на мир более позитивно. Растительное питание, оно вообще помогло мне к осознанию многих вещей и моему духовному развитию. Это целая отдельная тема.
Итак, я рассказала 3 основные причины моего перехода на растительное питание и вкратце те изменения, которые со мной произошли. Это мой личный опыт, я не хочу никому его навязывать и кого-то переубедить. Я делюсь им для того, чтобы помочь тем, кто хочет разобраться в этом вопросе и сделать свой образ жизни более здоровым и осознанным. Напиши под видео в комментариях, на каком ты типе питания. Может быть, у тебя тоже есть опыт, поделись, мне будет очень интересно. А может быть, ты только собираешься попробовать растительное питание, я буду рада пообщаться со всеми. Также, если тебе понравилось это видео, оно было полезным, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал. И спасибо за просмотр. Всем пока! Yeah.